Все мы постоянно замечаем недостатки в других людях. Нам кажется, что все вокруг нас глупые и посредственные создания. В то же самое время мы не замечаем, как допускаем те же самые ошибки снова и снова. Каждый из нас готов с радостью обсудить тысячи недостатков своих друзей и коллег, но при этом избегая даже одного недостатка в самом себе. Удивительно, не правда ли? В этом видео мы поговорим о 4 вещах, которые ты не можешь игнорировать в себе. Сейчас ты не можешь быть предельно честным с самим собой. Я очень долго верил, что мне не нужно меняться. Просто рядом люди не те, я просто должен полюбить себя и быть самим собой. У меня всегда была идея, что другие должны принять меня таким, какой я есть. И если им это не нравилось, тогда это их проблема. Я думал, что у меня нет проблем и серьезных недостатков. Даже не задумывался над этим и в тот момент полностью потерял контроль над своей жизнью. Пока в один момент я не остался совсем один. Я осознал, что таков мой путь, что так все сложилось, и нужно что-то делать, если я хочу все исправить. Поэтому я решил измениться. Напомню, что каждый из нас вправе решать, как жить эту жизнь. Ты можешь забить и опустить руки, при этом обманывая себя каждый день, говоря, что ты свободен и что ты независим. Это всего лишь самообман и трюки твоего разума. Травмы из прошлого очень сильно меняют нас. Освободившись от своих ложных предубеждений, ты почувствуешь настоящую свободу. Я чувствовал, что действительно могу начать улучшать себя, но это дается нелегко и по сей день. Мои прошлые травмы пытались вернуть меня обратно, и детская версия меня не хотела меняться. Мой внутренний ребенок был изуродован и переполнен гневом и болью. Этот ребенок отказывался признавать, что я собирался измениться как мужчина. Он пробовал все, чтобы вернуть эти ощущения боли и страданий в мою жизнь. Этот бой продолжается и по сей день. Тот, кто выбирает такой путь, ставит себя в очень трудные ментальные условия. Ни один живой спарринг не сравнится с этим. Ни одна книжка по мотивации, самосовершенствованию и психологии не расскажет тебе об этом. Именно поэтому этот канал был создан. Никому еще не удавалось победить в войне за 3 дня. Поэтому если ты полон решимости, тогда на это могут уйти годы, если не вся твоя жизнь. Здесь нужно прояснить один момент. Ты не выбираешь окружение, семью и привычки в стартовом паке этой игры. Конечно, они могут повлиять. Но они – это не настоящий ты. Номер 1. Избегание социума. Люди социальные существа, и мы нуждаемся друг в друге. Будь то мужское братство, отношения с женщиной или с твоей семьей. Но люди с избегающим типом оторваны и замкнуты. Или они могут быть уверенными и самодостаточными, но на самом деле им не хватает решимости устанавливать глубокие связи с другими людьми. С самого детства мать должна дать своим детям пространство для выражения их чувств и эмоций, и в ответ дарить им любовь и заботу. Но если твоя мать не дала тебе этого, это может вызвать у тебя недостаток сочувствия к другим. Тебе как будто стыдно и некомфортно проявлять заботу к другим людям. Только сильный мужчина способен чувствовать других людей и строить с ними глубокие доверительные отношения. Многие люди не замечают своего внутреннего критика. Этот голос, который постоянно унижает нас. Если ты вырос в семье без отца, тогда твой внутренний голос с большей вероятностью может саботировать тебя. Ты можешь узнать себя в этих строчках. Матери-одиночки часто пытаются взять на себя роль отца, и из-за этого их роль матери уменьшается. Такова реальность. Ни один человек не может быть отцом и матерью одновременно. Если ты легко привязываешься к другим людям и потом страдаешь от этого, то проблема не в этом мире, а в тебе самом. Номер 2. Негативный внутренний диалог. Любые негативные разговоры с самим собой ограничивают твою способность верить в себя и свой потенциал. Но это не единственная проблема. Такие проблемы, как отсутствие мотивации, депрессия, неврозы могут легко заполнить твою жизнь. Более того, оно наносит ущерб людям вокруг тебя, потому что твой негатив передается окружающим. Это не только разрушает тебя, но и показывает эгоизм по отношению к твоим близким, так как ты разрушаешь их вместе с собой. Один из способов исправить это – практиковать внимательность и осознанность. Научись проявлять уважение не только к тем людям, которых ты боишься, но и к тем, кто слабее и меньше тебя. Не стоит их недооценивать. Послушай меня. У всех у нас есть эго и есть слабое место, где тебе действительно нужно стать сильнее. Вместо того, чтобы тратить свое время на глупые выяснения и реагирование на комментарии твоей матери, ты должен понять и смириться, что существует много людей, которые лучше тебя. Они могли просто родиться в лучших условиях, с лучшими генами и лучшим воспитанием, поэтому не накручивай себя. Оно того не стоит. Номер 3. Мистер Перфекционист. Перфекционизм – это не то, что тебе нужно. Это лишь удобный способ не начинать действовать и ждать идеальных условий. Никто не совершенен. Даже сама природа несовершенна.
Когда ты гонишься за совершенством, ты гонишься за тем, чего нельзя априори догнать. Представь себе человека, которому предстоит сразиться с его главным противником. И вместо того, чтобы просто приступить к тренировкам, он находит разные причины их не начинать. Погода неподходящая, тренер слишком строгий, дорогие занятия, а сколько времени на это уйдет, и так до бесконечности. Это может закончиться тем, что он вообще откажется, потому что просто не был в состоянии подготовиться и струсил. Перфекционисты требуют слишком многого от друзей и мешают удовлетворению своих потребностей. Если все вышесказанное тебе, тогда ты должен признать это своим недостатком, а не тем, чем можно похвастаться. Номер 4. Ты похотливое животное. Сколько раз я замечал на ютубе, как видео с кликбейтным превью из полуобнаженных девиц собирают дополнительные просмотры и лайки. Действительно, образовательный контент мало кому интересен сейчас, но аниме-видео с сексуальным подтекстом собирают сотни тысяч просмотров. Раздевающиеся Twitch-стримерши так и радуют глаз молодых неокрепших умов. На канале есть видео о том, почему ты должен усмирить свою похоть и перестать смотреть под каждую юбку на улице. Если ты хочешь отдельного видео на эту тему, оставляй комментарий. Ты должен признаться себе, что где-то внутри ты хочешь быть зависимым от этого любовного психоза и похоти. Современный мир ставит мужчину в положение нуждающегося и голодного песика, который не может себе отказать в своих грязных желаниях. Не стоит переходить на крайности, но это выглядит очень жалко, и женщины это видят. Сильный мужчина тот, кто, видя очередную нарезку с полуголой стримершей или аниме-девочкой, просто пройдет мимо. Не потому, что его не привлекают девушки, а потому, что сила воздержания в любой форме дает тебе силу, о которой ты даже не подозреваешь. Чести и удачи!